Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о 10 ошибках, которые совершают начинающие ютуберы. Если эти ошибки, о которых мы будем говорить в этом ролике, вы будете совершать и дальше, то в лучшем случае у вас будут очень маленькие просмотры, ваш канал будет набирать мало просмотров. В худшем случае вам никогда не подключат монетизацию или еще хуже, могут вообще заблокировать ваш канал. Итак, начинаем. Первая ошибка — это страх начать. Понятно, что все, что мы начинаем, в любой сфере, не обязательно в YouTube, все, что мы начинаем, самое тяжело — это начать. Но здесь ничего страшного нет, нужно просто взять и начать. Понятно, что первое видео, как бы вы ни старались, оно все равно будет, можно сказать, не ужасное, но не очень будет видео. Но тем не менее вы начнете. Вы будете видеть, к чему стремиться и работать над своими ошибками. А почему не могут люди начать? Боятся начать, страх. Потому что они думают, а у меня не получится, а у меня нету хорошей камеры, а у меня нету кольцевой лампы, а я не знаю, что говорить, а вдруг меня неправильно поймут и так далее. Уберите все эти предубеждения и просто начните публиковать. Вторая ошибка. Когда человек завел свой канал, у него сразу появляется соблазн, где набрать подписчиков. И начинаются взаимные подписки. Человек говорит другу: давай я на тебя подпишусь, ты на меня. Размещает объявления в соцсетях, еще на каких-то сайтах, где просто идет обмен подписчиков. Это путь в никуда. Во-первых, если на вас подпишется человек, которому не интересен ваш контент, он ваши видео смотреть не будет. Ну, будет у вас много подписчиков, да, взаимных, а смысл от них? Вы будете публиковать, но его смотреть никто не будет, ваш контент. И не факт, что тот, кто подписался, завтра от вас отпишется. А во-вторых, взаимные подписки не приветствует сам YouTube. Если об этом алгоритмы YouTube заметят, что у вас были взаимные подписки, ваш канал получит предупреждение. И очень тяжело будет подключить монетизацию. Так что какой бы соблазн ни был, этим не занимает. Дальше. Есть такое мнение, да, что если я открыл канал, то я могу публиковать на нем все, что угодно. Да, это правильно, вы можете публиковать все, что угодно на вашем канале. Но это видео должно быть вашим. Именно вашим. То, что вы сделали, то, что вы сняли. Или себя, или природу, или кошечек, или собачек. Но никак не чужие видео. YouTube не есть хранилищем для чужих видео. Часто человек понравился фильм какой-то, и он закачал этот фильм на свой канал. Это не ваш фильм, это не вы его создали. Это запрещено правилами YouTube, потому что вы используете пиратский контент. Третья ошибка. Когда вы снимаете видео, чтобы его разукрасить, подукрасить, да, вы туда вставляете музыку. Как на ТикТоке разную музыку поставляют, чтобы было весело, ай-ля-ля. Да, оно хорошо, но запомните, чужая музыка, опять же, она не ваша, она пиратская. Алгоритмы YouTube сразу это замечают. И ваш канал могут прийти жалобы за использование чужой музыки. Если вы хотите использовать музыку в своих роликах, то, как я говорил в предыдущих сериях, используйте для этого фонотеку YouTube. В описании будет ссылка, как с фонотеки YouTube брать себе музыку. Следующая ошибка. Множество начинающих блогеров забывают или не знают, что нужно ставить обложку для своего видео. Или превью, как его называют. Потому что когда человек смотрит YouTube, да, заходит в YouTube, он не смотрит сначала на название. Первым делом он смотрит на обложку. Если обложка цепляет, он зайдет и посмотрит это видео. Если обложка не цепляет, какое бы там ни было наполнение видео, может, оно интересное, но человек просто на него не перейдет. Дальше. Это некачественный звук. Когда человек смотрит видео, если видео будет не очень качество, но звук нормальный, он будет это видео смотреть. Но если наоборот, даже видео там будет супер-пупер, но звук никуда, человек сразу выключит его. И ваше видео смотреть не будет. То есть обязательно следите за этим. Особенно бывает, когда вы на улице, когда ветер, когда шумы посторонние. Это очень раздражает слух. И человек просто уходит с вашего видео. Старайтесь, чтобы звук был у вас качественный и приятный на слух. Следующая ошибка. Нерегулярный контент. Человек начал вести свой канал,
загрузил там одно или два видео и ждет у моря погоды, что будут вам приходить подписчики и просмотры. Вот он сделал одно-два видео и просто ждет. Потом через месяц-два публикует новое какое-то видео. Естественно, регулярности нету никакой, и люди просто не будут подписываться на этот канал, если у него там 2-3 видео и нету никакой регулярности, что через 3-5 месяцев выпускаются только новые видео. Если вы хотите реально заняться ютубом, ведением вашим каналом, сделайте контент-план. Снимите там 5, 6, 10 видео и публикуйте их в определенный момент времени. Как я уже говорил в предыдущих сериях, это 2-3 раза в неделю. Ну, минимум 1 раз в неделю. Сняли 5 видео, выработали график и по графику выкладывайте видео. Во-первых, вы не будете заморачиваться, где искать видео, у вас уже есть заготовочки. Время пришло, выставили видео и все нормально. Дальше. Часть начинающих блогеров скрывают свои лайки, подписки, комментарии. Ну, смотрите, как это воспринимается. Если у человека все закрыто, сразу складывается впечатление, что он что-то скрывает. Что-то не так у него на канале. Не видно ни лайков, ни дизлайков. Ну, обычно это люди, которые боятся, что их осудят, поставить им много дизлайков, напишут какой-то неприятный комментарий. Не бойтесь неприятных и оскорбительных комментариев. Это жизнь. Просто не обращайте на это внимания. Лучше смотрите, что у вас за контент, и работайте над своим контентом, если видите, что у вас много, например, дизлайков. Дальше. Многие блогеры думают, если я сделаю длинное видео, то у меня будет больше просмотров. Больше минут просмотров. Да, действительно, когда видео длинные, больше 10 минут, YouTube немного больше продвигает, чем короткие видео. Но, опять же, если там не будет фактажа, а будет обо всем и ни о чем, то, естественно, такие видео никто не будет смотреть. Ну, например, да, человек снимает, как он собирает грибы, или как он нашел там большой белый гриб. Он сделал красивую картинку. Вот человеку интересно посмотреть, что это за гриб. Но когда он включает видео, блогер рассказывает, как он едет в лес 10 минут, какая дорога там и так далее. И когда он доходит уже через 5-10 минут к самому тому грибу, который он нашел, то, естественно, видео уже давно выключат, потому что никто не будет до этого смотреть. Так что если назвали видео, по этому названию как раз должно быть ваш сценарий. Не надо воды. Люди не любят, когда много воды. И последняя ошибка. Много блогеров, особенно начинающих, забывают или стесняются призывать подписаться на свой канал. Не бойтесь этого. Когда вы это будете говорить, люди часто забывают. Они посмотрели видео, понравилось, он выключил. Но если вы постоянно будете говорить, что подписывайтесь на мой канал, и не просто подписываться, а вы должны заинтересовать, почему он должен подписаться на ваш канал. Потому что у вас будут новые серии, дальше будет много интересного. Не забывайте это говорить в каждом видео. Где это говорить? Ну, я, например, в начале говорю в основном, иногда в конце. Потому что, когда вы говорите в конце, не все зрители досматривают ролики до конца, и получается, вас призыв будет не услышать. Так что я вас прошу подписаться на свой канал, чтобы не пропустить новых интересных серий. Если будут какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Я все комментарии читаю. И не забудьте нажать на колокольчик. На этом у меня все. Я думаю, если будете следовать этим правилам, то у вас, поверьте мне, пойдут просмотры, и ваш канал никогда не попадет в бан. Спасибо за внимание. Всем пока.